Парад черных молний. Шаманы понимают, что с каждым применением вспышки выброс Сукуны увеличивается, а вместе с этим растет и сила его разреза. Такими темпами противник сумеет восстановиться. Сильнейший авра-шаман сливается, невероятные финты от Юдзи и финальное его пробуждение. Самый страшный противник для Двуликого после Годжа начал раскрывать свою силу. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу Манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на свете 256 глава манги «Магической битвы», переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Глава начинается с флешбеков о пояснении сенсея за черную молнию. Ведь всем было интересно, почему он не может использовать намеренно эту технику, будучи обладателем 6 глаз. Но у Годжа было свое объяснение, говоря, что черная молния — это искажение пространства, возникшее, когда проклятая энергия применяется в 0,001 миллисекунды после физического удара. В целом даже у него не было однозначного ответа, поскольку, по его мнению, на вспышку влияет множество факторов. Это и этапы применения проклятой энергии, усиливающую кулак, и которые атакуют противника с последующим их совместным применением. Также на нее влияет проклятая энергия противника и состояние собственного тела. Влияет даже окружающая среда, температура и влажность. Поэтому он и не дает четкого ответа. Но по словам Годжа, у Нанами рекорд применения черной молнии больше, чем у него. Однако, если брать общее количество времени, тогда бы Сатору победил, поскольку сражения сенсея зачастую не такие долгие. Но все мы знаем, что Итадори уже превзошел этот лимит. Далее мы переносимся в настоящее, где как раз таки и видим последствия второго применения черной вспышки на Сукуне, выброс проклятой энергии которого значительно увеличился, отчего Мигель тут же начал сливаться, не желая проверять свои силы на восстановившемся Двуликом. Маки, Чоса и Юдзи также понимают, что такими темпами противник может в скором времени восстановить обратную проклятую технику, а поэтому они решили, что нужно атаковать всем вместе, дабы не позволить ему этого сделать. В моменте Чоса и Маки прислоняют короля проклятия к стене, после чего Итадори, вырвав перила, решил обездвижить противника, тем самым дав возможность старшему брату атаковать копьем крови. Но Сукуна успевает уйти из-под удара, вот только тут же его настигает Маки, попытавшись вновь проткнуть оппонента своим клинком. Двуликий же не дает ей этого сделать и, схватив меч, бьет по ней разрезами. Однако Маки это не останавливает, и продолжая щемить противника, она уходит из-под обвала, используя в качестве опоры воздух. Вы только вдумайтесь в это. Даже Чоса офигел, увидев подобное. Но вопреки шквалу атак, король проклятий находит возможность и атакует Зенин еще одной черной молнией. Для Маки это была уже вторая черная вспышка, которую она затанчила, а вот для Сукуны уже третья. И это, естественно, опять повысило его выброс проклятой энергии, что сразу же ощутило Зенин, получив после вспышки более мощные разрезы, от которых в силу ситуации ей уже никак не удастся увернуться. Вот только несмотря ни на что, им нельзя было останавливаться. После чего Чоса использует на противнике сверхновую, однако Двуликий предиктом атаковал его разрезами, и затем, пока он был отвлечен, в мгновение ока оказался уже позади него, до того как разрезы достигли своей цели. После чего Сукуна швыряет его в здание и тут же наносит четвертый удар черной молнией. Но Чоса сумел уменьшить наносимый ему урон, создав броню из крови. Вслед за этим противника настигает удар от Итадори, и по словам старшего, неважно сколько Сукуна применяет черную молнию, ведь удары Юдзи способны понизить его выход проклятой энергии, а также ослабить его контроль над телом Мегуми. А поэтому им нужно продолжать атаковать Двуликого, давая возможность главному герою дебафать его. В это же время Мигель продолжал гнуть свою линию, говоря своему товарищу, что им нужно убираться отсюда, поскольку они сделали уже достаточно. Но Ларю был с ним не согласен, так как ему было что еще сделать на поле боя. Затем мы видим, как Сукуна и главный герой обмениваются ударами, но в некий момент, схватив его, король проклятий валит ГГ на землю, готовясь нанести следующий удар. Однако Итадори в сию же секунду складывает руки и в упор атакует противника копьем крови. И хоть ему удалось попасть в цель, но Сукуна наклонил голову, тем самым минимизировав урон. Главный герой в который раз показывает, что он способен манипулировать
быть кровью, и копье крови тому доказательство. Вот только по словам Чоса, Юдзи еще не может использовать сжатие, так что, видимо, старший брат дал ему что-то или помог с чем-то, благодаря чему главному герою удалось сжать свою кровь для создания копья крови. Интересно будет узнать, в чем же заключается секрет. Возможно, это, кстати, связано с новыми образованиями на его руках, но в любом случае этой атаки было достаточно, чтобы вырваться из захвата противника, после чего Итадори встал в стойку, собираясь атаковать черной молнией. Двуликий, как и Махита в Сибуе, ощутил, что его оппонент собирался использовать вспышку и намеревался избежать этой атаки. Но тут внезапно его взгляд направляется в совершенно другую сторону, поскольку Ларио применил на нем захват сердца, ибо его техника способна захватывать не только физические объекты, но и сознание противника. И этой доли секунды замутненного сознания хватило, чтобы Юдзи удалось настигнуть Сукуну, после чего он применяет на нем черную молнию. И не простую, а нахрен нереально огромную, разнося все вокруг. И затем, со слов рассказчика, мы узнаем, что, раскрыв свой потенциал с помощью черной молнии, Итадори пробудил в себе новую силу, обращая наше внимание на глаза главного героя, в радужке которого появилось еще одно очертание, словно у Двуликого. Что же, будет интересно увидеть, что же за силу пробудил Юдзи, но также меня волнует вопрос, насколько эта огромная черная молния понизила выброс проклятой энергии у Сукуны. Сопоставим ли этот один удар от Итадори 2 или 3 вспышкам короля проклятий? Узнаем мы это уже в следующей главе. Также нельзя не отметить, что Двуликого сейчас действительно зажали в угол, ибо хоть он и использовал 4 черных молний, но главный герой понижает им получаемые бафы. К тому же еще и нарушает контроль над телом Мегуми. И кто знает, может, увидев, как отчаянно сражаются его товарищи, Фушигура наконец-то начнет сопротивляться. Но это не точно. Однако это все, конечно, хорошо, Сукуну подавляют, вот только все же знают, что загнанный в угол зверь самый опасный. И я пока совсем не вижу то, о чем говорила Урауме, так что Двуликий еще даже не раскрыл свой козырь. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.